Во время предыдущей антарктической экспедиции доктор Ричард Грин и его команда тщательно нанесли на карту ледяную местность. Вернувшись после зимнего сезона, они были поражены, обнаружив в неожиданном месте мемориальную доску странной формы. Заинтригованные, они решили продолжить исследование. Пока доктор Грин изучал показания их сложного оборудования, его лицо побледнело. «Это невозможно», — пробормотал он, изо всех сил пытаясь осмыслить данные. У него в голове проносились вопросы. Как здесь мог существовать такой аномальный лед? Каков его истинный возраст? И что самое важное, какие секреты он может хранить? Команда с тревогой переглянулась, чувствуя, что стоит на пороге потенциально революционного открытия. Антарктика всегда привлекала доктора Грина, что и послужило мотивом для его просьбы о командировке на Южный полюс. Годы неусыпных наблюдений научили его уникальному восприятию особенностей ландшафта. Таким образом, он был первым, кто заметил разительную трансформацию, произошедшую в бессолнечные зимние месяцы, в период, когда суровые условия вынуждали команду ежегодно отступать. Несмотря на его нежелание уходить, альтернатива была немыслима. В их отсутствие работало автоматизированное оборудование, подключенное к сети, которое позволяло осуществлять удаленный мониторинг. Однако многолетний опыт доктора Грина не мог подготовить его к тому, что аномальные данные хлынули потоком. По возвращении вся команда была поражена масштабом произошедших изменений. Больше всего озадачило появление идеально прямоугольного ледяного образования, геометрической аномалии среди естественного хаоса полярной среды. Его происхождение и внезапное появление не поддавалось объяснению, что вызвало беспокойство у группы. Доктор Грин методично записал координаты в свой журнал, прежде чем направить капитана корабля в их исследовательскую каюту. Вскоре в поле зрения появилось знакомое сооружение – бастион научных исследований посреди замерзшей пустыни. Внутри их приборы стояли нетронутыми, храня важнейшие данные за месяцы. Когда команда ученых начала собирать необходимое оборудование, чтобы разгадать эту ледяную загадку, доктор Грин почувствовал прилив предвкушения. Тайна мемориальной доски манила к себе, обещая открытия, которые могли бы изменить их представление об этом замерзшем континенте. Собрав свое снаряжение, команда быстро вернулась к лодке. Ледяное образование находилось в полной изоляции, казалось, не было связано с окружающей средой. Его резкий внешний вид и угловатая форма, ощетинившиеся высокими ледорубами, представляли собой серьезную проблему. Доктор Грин, осознавая необходимость восхождения на пласт, заказал защитное снаряжение и альпинистское снаряжение для скалолазания. Ледорубы были единственным приемлемым маршрутом восхождения. Несмотря на его опыт, уникальные условия Антарктики были очевидны в его подходе. Во время восхождения, когда доктор Грин находился в середине подъема с рюкзаком, его уверенность в себе внезапно пошатнулась, когда у него выпал ледоруб, и он оказался подвешенным за одну руку. Завывающий полярный ветер усиливал напряженность момента, когда команда осторожно продолжила восхождение. Доктор Грин, шедший впереди, задавал размеренный темп, тщательно проверяя каждую точку опоры. Достигнув вершины, команда была поражена неестественно ровной поверхностью, простиравшейся перед ними. Это обширное, гладкое пространство резко контрастировало с типичным хаотическим рисунком естественных ледяных образований. Проницательный взгляд доктора Грина отметил явное отсутствие каких-либо признаков жизни или вмешательства человека. Первозданное состояние льда намекало на происхождение, далекое от обычных ледниковых процессов. Уделяя приоритетное внимание безопасности и коммуникации, доктор Грин поручил одному из членов экипажа оставаться на борту,
поддерживая важную связь с внешним миром, пока они углублялись в свое расследование. Саша, опытный член команды, шла рядом с доктором Грином. В ее голосе слышалось благоговение. «Ричард, это беспрецедентно», — заметила она. Поверхность безупречна. Ее слова вызвали всеобщее изумление команды, подчеркнув загадочный характер их открытия. По сигналу доктора Грина команда рассредоточилась по нетронутой поверхности айсберга. Доктор Грин тщательно выбрал место для бурения, ожидая получения обычных данных о составе и возрасте льда. Однако по мере того, как бур углублялся, его опытный глаз обнаружил аномалии в показаниях, поступающие данные не соответствовали ожиданиям, что побудило доктора Грина созвать свою команду. Когда он поделился ошеломляющими результатами, в группе воцарилось задумчивое молчание. Разгорелись оживленные дискуссии, в ходе которых члены команды строили догадки о таинственном происхождении айсберга. Полной решимости разгадать эту загадку, доктор Грин начал многочисленные буровые работы по всей формации. Методический подход команды приобрел новую актуальность по мере того, как они углублялись в толщу льда. Их продвижение было внезапно прервано неожиданной находкой. Древние пузырьки воздуха, заключенные во льду, мерцают в полярных лучах солнца, как миниатюрные капсулы времени. Доктор Грин сразу же осознал потенциальную важность этого открытия. Команда сосредоточилась на теоретических построениях о происхождении пузыря и его влиянии на историю айсберга. Осознавая необходимость специального оборудования для анализа этих замороженных артефактов, доктор Грин отправил нескольких членов команды обратно на судно. Вскоре на удаленном судне началась бурная деятельность. Команда собирала самые современные инструменты. Это новое открытие придало сил экспедиции, обещая пролить свет на тайны айсберга и, возможно, изменить их представление о геологии Антарктики. Доктор Грин, Саша и небольшая группа ученых остались на айсберге, не переставая работать, несмотря на суровые условия окружающей среды. Они тщательно нанесли на карту области с наибольшей концентрацией пузырьков, заложив основу для всестороннего исследования. После возвращения своих коллег со специализированным оборудованием команда приступила к детальному анализу пузырьков воздуха. Каждая крошечная сфера была тщательно изучена, данные о ней тщательно записаны, что дало толчок к новым гипотезам. Воодушевленные своими открытиями, они применили более мощный бур, чтобы проникнуть в глубинные тайны льда. По мере того, как бур проникал сквозь замерзшую массу, ожидание росло. Вскоре их настойчивость была вознаграждена поразительным открытием. Пузырьки воздуха были не изолированными карманами, а воротами в обширные пещеры, скрытые во льду. Осознав важность этого открытия, доктор Грин быстро организовал экспедицию в подледниковые пространства. Он собрал команду опытных исследователей, каждый из которых был оснащен специальным оборудованием для работы в неизвестных условиях, которые их ожидали. Когда они приблизились ко входу в пещеру, доктор Грин уделил первоочередное внимание поддержанию связи с командой поддержки на лодке, чтобы обеспечить полную работоспособность их радиооборудования. Со смешанным чувством тревоги и волнения команда отправилась в ледяной лабиринт. Их взору предстало потрясающее зрелище. Кристаллические сталактиты и стены, мерцающие неземным бело-голубым сиянием. Навигация оказалась сложной задачей, поскольку обманчивые пути часто приводили в тупики, вынуждая часто возвращаться назад. На протяжении всего своего подземного путешествия команда вела тщательные записи. Они делали фотографии, собирали образцы и документировали свои наблюдения, остро осознавая беспрецедентный характер своей экспедиции и ее потенциал для изменения наших представлений о геологии Антарктики.
Глубоко в пещерах команда столкнулась с удивительным зрелищем, прекрасно сохранившимися образцами древней фауны, заключенными в лед. Эта застывшая картина давала яркое представление о давно потерянном мире, демонстрируя виды, которые бродили по Земле тысячелетия назад. Исследователи с благоговением осматривали эти ледяные капсулы времени, остро осознавая свою беспрецедентную находку. Эти замерзшие реликты бросали вызов существующим теориям о прошлом региона, рисуя картину экосистемы, одновременно чуждой и пугающе знакомой. Каждый образец внес свой вклад в описание древней антарктической среды, которая значительно отличалась от ледяных просторов, известных сегодня. Углубившись глубже, команда была поражена, обнаружив скальные образования, вросшие в лед, аномалию, которая противоречила традиционным представлениям о составе ледников. Доктор Грин, размышляя над этой геологической загадкой, предположил связь с недавней сейсмической активностью в Антарктиде. Это открытие каменных структур среди льда ознаменовало поворотный момент. Намекнув на драматические изменения в географии региона, команда начала обобщать эти данные, реконструируя сложную геологическую историю этого района. Эти застывшие скальные образования говорили о том, что ландшафт претерпел глубокие изменения, которые потенциально могут изменить наше понимание тектоники Антарктики. В момент озарения доктор Грин выдвинул революционную теорию. Это был не типичный морской лед, а скорее наземный лед, сдвинутый недавними сейсмическими событиями. Он предположил, что тектоническая активность подняла морское дно, подняв на поверхность этот древний материковый лед и его сохранившиеся секреты. Эта гипотеза изящно объяснила наличие горных пород и удивительно сохранившихся образцов во льду. Это открыло новые возможности для исследований, предполагая, что эта ледяная масса может быть хранилищем далекого прошлого Земли. Последствия были ошеломляющими. Этот материковый лед, находившийся под водой в течение многих эпох, потенциально содержал сокровищницу информации о доисторической жизни и, возможно, даже о ранней деятельности человека в этом регионе. Каждый слой льда может раскрыть страницы истории Земли, предоставляя беспрецедентную возможность заглянуть в древнее прошлое планеты и изменить наше понимание полярных экосистем и глобальных климатических особенностей. Открытие команды ученых имело глубокие последствия для многих научных дисциплин. Это обещало революционизировать наше понимание исторических климатических закономерностей, тектонических движений и древних экосистем. Они осознали потенциал своих открытий, которые могут существенно изменить наши знания о долгосрочной экологической и геологической эволюции Земли. Несмотря на волнение, исследователи столкнулись с серьезными этическими соображениями. Они обсуждали, как найти тонкий баланс между научными исследованиями и сохранением этого уникального, потенциально хрупкого объекта. Их обсуждения были сосредоточены на разработке ответственных методологий изучения и распространения полученных результатов, не ставя под угрозу это необычное окно в прошлое Земли. Готовясь поделиться своими новаторскими открытиями с мировым научным сообществом, команда размышляла о далеко идущих последствиях своей работы. Они понимали, что их экспедиция ознаменовала начало новой эры в палеоклиматологии и геологических исследованиях. Их путешествие не только осветило далекое прошлое, но и дало важнейшие идеи, которые могли бы изменить представление человечества о своем месте в обширной геологической истории Земли. Команда признала, что их выводы могут иметь существенное значение для текущих дискуссий об изменении климата и рациональном использовании окружающей среды, потенциально влияя на политические решения и направления будущих исследований. Размышляя о следующих шагах, исследователи остро осознавали, что их работа —
это только начало. Они открыли дверь для множества новых вопросов и возможностей для исследований, подготовив почву для новой главы в нашем стремлении понять сложную историю и потенциальное будущее нашей планеты. Вы когда-нибудь сталкивались с таким необычным открытием, как то, о котором рассказывается в этой статье, или слышали о нем? Мы будем рады услышать ваши мысли и опыт. Пожалуйста, поделитесь источниками в разделе комментариев ниже. Спасибо, что присоединились к нам в этом увлекательном путешествии по научным исследованиям и открытиям. Мы ценим вашу аудиторию и с нетерпением ждем более интересного контента в нашем следующем видео. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе наших последних обновлений.